Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США могут обрушить цены на газ стремительным ростом экспорта СПГ. Новые СПГ-терминалы США грозят перенасытить мировой рынок и обвалить цены на газ, пишет Financial Times. Аппетиты Вашингтона впечатляют. Лишь за сентябрь они дали добро на запуск 3 новых терминалов по сжижению газа, а до конца года в строй планируется ввести еще 5. Конец цитаты. Александр, пожалуйста, расскажите нам, что это за экспансия на СПГ? Это вот они готовятся в Европу столько поставлять, чтобы удовлетворить спрос и как раз снизить цены, чтобы Европе было хорошо. Ну, все хотят сделать Европе хорошо, кроме самой Европы, видимо. Да, Дональд Трамп, исходя из этой логики, сейчас начал выдачу разрешений на поставки сжиженного природного газа для захвата европейского рынка, для того, чтобы облагодетельствовать европейские компании, судя по всему. Если вы вдруг первый раз на нашем канале, ну, вдруг такое бывает, то я поясню. Возможно, вы слышали высказывания ряда лидеров общественного мнения, которые утверждали следующее, что Соединенные Штаты Америки стремятся захватить европейский рынок газа, поставляя туда сжиженный природный газ. А потому визиты министра энергетики Украины, как бы его ни звали, или ее, в Соединенные Штаты, желание руководства Украины встретиться с министром энергетики Соединенных Штатов, заявление Дональда Трампа о поставках СПГ, а также его требования об отказе от российского газа, заявление более раннее Джозефа Байдена о поставках СПГ. Вот это все очень серьезно. Это неспроста. Но как выглядит ситуация, как это говорится, на самом деле? Существует три элемента, слабо связанных друг с другом. Первый – добычные компании. Это компании, которые занимаются непосредственно добычей природного газа на территории Соединенных Штатов Америки. Порядка 20% всего газа, который добывается на территории США, это попутный газ, который производится при добыче сланцевой нефти. То есть сланцевый газ, а есть сланцевый газ плюс. Это вот добываемый при добыче сланцевой нефти. Это важный момент, который чуть позже мы упомянем. Далее, есть заводы по сжижению газа. Но как же? Это же наверняка заводы, которые принадлежат газодобывающим компаниям, совершенно не обязательно. Как правило, это заводы, которые просто принадлежат неким компаниям, которые в свое время, кстати, вложились в СПГ-терминалы для импорта газа, но потом что-то пошло не так, потому что, ну, в отличие от наших лидеров общественного мнения, бизнес американский был не в курсе, что, оказывается, США давно вынашивали планы по захвату европейского газового рынка, а еще США, ну и там масса всяких интересных построений, поэтому на рубеже нулевых и десятых годов Соединенные Штаты Америки готовились стать крупным импортером газа, а потом, знаете, вот опять же, на рубеже нулевых и десятых, выстрелил сланцевый газ, и добыча газа стала резко расти, по сути, обнулив все вложения в СПГ-терминалы. Но либо ты банкротишься, либо ты идешь, берешь еще денежек у банка, объясняя ему, что, ну, ребят, либо я сейчас говорю, что все, деньги вернуть нельзя, и мы с вами расходимся, либо вы мне даете еще денег, и я делаю вместо СПГ-терминала для импорта газа терминал для экспорта газа. Точнее, не просто терминал, а целый завод для экспорта газа. Давайте так сделаем, а? В банке почесали в затылках и сказали, ну, класс, давайте так и сделаем. Держите денежку, стройте. Но, кроме... Но что их заставило поверить, глядя в честные глаза вот этих вот представителей компаний, что за всем этим, что после всего этого они не придут, эти самые представители, и не скажут: дорогие друзья, опять не выгорело, опять все плохо. Вернуть вам денежки не можем, не только которые до того брали, но и которые вот сейчас вот взяли, тоже не можем. Поэтому, извините, подвиньтесь. Раньше мы думали, что списать придется 1 миллиард, теперь, извините, списать надо будет 20 миллиардов. Всем спасибо, всего хорошего. Гарантий
служили контракты, которые эти компании заключали с покупателями сжиженного природного газа. Вот, должен сейчас сказать пытливый зритель. Правильно, с покупателями сжиженного природного газа, там в Европе, ну хорошо, допустим, в Азии, в Латинской Америке. Нет, не так это работает. Это работает немножко по-другому. Есть компании, да, из Азии, из Европы, из Латинской Америки, которые заинтересовались темой строительства СПГ-терминалов, прошу прощения, СПГ-заводов на территории Соединенных Штатов и решили либо создать, либо расширить свой пакет, свой пакет сжиженного природного газа. То есть у них есть контракты с производителями, и они выступают в качестве трейдера. То есть они берут эти объемы, а дальше кому-то их продают. Ну, знаете, как можно российскую нефть взять, а потом продать кому-нибудь. Ну так, там в Индию, допустим, или еще куда-нибудь. Вот так же с американским газом. То есть эти компании пришли к предприятиям, которые собирались строить заводы, заключили контракты, в которых был пункт «сжижай или плати». Этот пункт гарантировал, что завод будет получать деньги за сжижение, на чем он, собственно, и может зарабатывать, при любых раскладах. Заказываете вы у него газ, не заказываете. Берете вы этот газ, не берете. Арендуете мощности по сжижению, не арендуете. Плевать. Деньги за сжижение конкретных объемов вы платите. Это гарантия, которая обеспечивает не только текущие расходы, компенсацию текущих расходов заводу, но и его платежи банку. То есть предприятие, решившее строить СПГ-завод, пришло к банку не с пустыми руками, а по сути уже с, ну, либо соглашениями заключенными, либо прям с готовыми контрактами, в которых было прописано, да, сжижай или плати. Понятно, что платить вы в любом случае будете. Ну, так это просто называется, сжижай или плати. Вы в любом случае будете платить за сжижение. Берете вы газ, не берете, все равно. Банки сказали, прекрасно, вот теперь видно серьезный настрой. Молодцы, вот вам 20 миллиардов. Потом вернете. А что, серьезно так дорого стоит? Да, серьезно так дорого стоит. СПГ-завод стоит примерно 1 миллиард долларов на 1 миллион тонн мощности. Это для понимания масштабов. Там может быть 3 миллиарда долларов на 1 миллион тонн мощности. Австралийцы иногда так чудят. Может быть чуть меньше, может быть чуть-чуть больше, может в 1,5 раза больше. Ну вот миллиард долларов вынь да положь на 1 миллион тонн мощности. И получилось, что на территории США стали строиться заводы. Стали строиться не потому, что руководство Соединенных Штатов сказало строить эти заводы, а потому что либо ты разоряешься, либо ты, ну вот, адаптируешься к новым условиям. О, у нас газ стал производиться все больше и больше. Здорово, давайте мы этот газ как-то вот начнем экспортировать. Давайте мы как-то вот СПГ-заводики построим. Поэтому стали строить СПГ-заводы, а не потому, что дали команду. Поэтому их строят все больше и больше, потому что, ну, другие компании видят, о, на этом деньги зарабатывают. И бегут в эту же отрасль, как всегда происходит. Если кто-то видит где-то экологическую нишу экономического характера, в которой кто-то зарабатывает денежку, то туда начинают набиваться просто толпы желающих тоже заработать денежку. В какой-то момент они столкнутся с тем, что их в этой экологической нише скопилось слишком много. И денежки они зарабатывать перестанут. Но пока это не произошло, они туда бегут и еще раз бегут. К настоящему моменту Соединенные Штаты Америки производят и экспортируют порядка 125-130 миллиардов кубических метров газа. Если мы берем ситуацию на 2025 год. То есть прогноз на 2025 год где-то 130 миллиардов кубов. Это то, что будет экспортировано в сжиженном виде. И еще раз важная оговорка. Экспортируют физически этот газ чаще всего не американские компании, а компании типа Total, крупнейший держатель пакета американских вот этих вот американского СПГ. Shell, BP, какая-нибудь Eni, Orlen,
Ну, а также СК, там, господи боже мой, китайские компании тоже заключили массу контрактов, и у них и тоже, они тоже продают американский газ, не обязательно в Китае. Более того, сейчас его в Китае продавать бессмысленно, ну, продают в Европу. Почему нет? Там можно заработать. Вот так это выглядит. Американское руководство единственное, что может делать в этой ситуации, выдать все необходимые разрешения на строительство и экспорт или не выдать. Вот при Байдене в какой-то момент поставили на паузу выдачу новых разрешений по еще не готовящимся проектам, не по тем проектам, по которым уже выданы разрешения, которые находятся в той или иной стадии реализации. Они не запрещали экспорт тех объемов, которые к тому моменту можно было экспортировать. Нет. То есть был пул заводов, который уже работал, был пул проектов, по которым была вся разрешительная документация получена, и эти заводы должны были вводиться в эксплуатацию. Все желающие, кстати, могут найти наше с ныне покойным, к сожалению, Танкаевым исследование на тему поставок американской нефти и газа в Европу, потенциала роста поставок. Там мы касаемся этой темы. На Инфотек, пожалуйста, заходите, там это есть. Так вот, возвращаемся на территорию США. И так как заводы вводились, ну просто потому что, елки-палки, мы зарабатываем деньги, надо быстрее вложить деньги, это перспективное направление, будем сжижать, получать деньги за сжижение, а там хоть трава не расти. Заводов стало становиться слишком много. И в 2019 году возник кризис перепроизводства, когда было на рынок вброшено дополнительно 50-55 миллиардов кубов. Рынок не успел переварить такой объем, цены пошли вниз. Но когда мы говорим про цены, надо понимать, что мы говорим про биржевые котировки, потому что здесь еще усложняется картина. Мы добавляем сюда две системы ценообразования с нефтяной привязкой и с биржевой привязкой. И вот все эти кризисы перепроизводства бьют по биржевой привязке. И в основном по тем регионам, где роль биржевой привязки самая высокая. А это, например, Европа, как покупатель газа. И, кстати, США – это регион с крупной долей биржевого ценообразования. Со стопроцентной долей, собственно, долей биржевого ценообразования. И вот что нас ждет в будущем? А в будущем нас ждет вполне ожидаемое, как знают все постоянные посетители этого канала, последние года два, возможный избыток предложений в период с 26 по 28 годы. Может быть кризис перепроизводства, потому что новые проекты вводятся слишком плотно друг к другу по времени. Ну, выдали им разрешение, они будут вводиться. Это не потому, что Вашингтон решил что-то захватить. Это потому, что выдано разрешение, и вот сейчас эти проекты будут вводиться в эксплуатацию. И ввод этих проектов не означает, что настолько будет увеличен объем производства. Может ли, резюмируя, рост производства СПГ в Соединенных Штатах вызвать падение цен в мире? Может. Мы это тут прогнозируем, такой риск, на протяжении многих уже последних 2-3 лет, ребят. Это не бином Ньютона, это всем очевидно. Поэтому часть мощностей, которые должны были быть введены в этом году, или, в прошлом году, были перенесены на чуть более поздние сроки. Потому что там тоже понимают, что, елки-палки, мы сталкиваемся с рисками. Зачем нам это надо? Давайте мы не будем все толпиться, давайте позже вводить в эксплуатацию эти мощности. Но проблема в том, что там не координируют усилия. Возможно, вам кажется, что там сидят очень прошаренные люди, которые задумали что-то злое, там, захват европейского рынка, и вот они все планы свои четко реализуют. Нет, там проблема связана с тем, что нету никакой координации. Там вот та самая стихия рынка, которая дура дурой, которая ничего не соображает и соображать не может. А потому кризис перепроизводства сменяется кризисом дефицита, потом опять кризис перепроизводства, а люди все бегут и вкладывают деньги, потому что кажется, это эти дураки, я-то умный, я-то заработаю. Следующий, кто прибежит, может столкнуться с тем, что новых дураков уже нету. И последним дураком в этой схеме окажется именно он. Но это ладно. Это уже о более отдаленной, средней, срочной перспективе. А на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.